Всем привет, ребята! Вы на канале Охота на рыбалку. Мы выехали с деревни в сторону Северодонецка, Рубежного. Надеемся, что у нас получится заехать в Рубежное, хотя этот вопрос еще такой интересный, то есть получится или нет. Но надеемся, что получится. Нам нужно там взять справку для нотариальной конторы. Смотри, что это Смотрю такое? на дорогу. Это у нас тут земля, трактора повыносили. Я не знаю, как оно получится. Все получится хорошо. Ну, ребята, мы доехали до Рубежного. Слава богу, получилось добраться нам. Со скрипом нас спустили сначала в Северодонецк. В Рубежное пришлось долго объяснять, зачем мы едем. Нам нужно было попасть в администрацию и взять справку для нотариуса. У нас это получилось. Спасибо добрым людям, которые нам помогли в этом вопросе. Ну, что сказать по Рубежному? Небольшие вставки я в видео сделаю, сами посмотрите. Ну, в целом, практически ничего не изменилось в городе, к сожалению. Никакого восстановления нет в городе, но людей намного больше. Мы были последний раз в начале 23-го года, в январе тут. Людей практически не было. Вот сейчас людей очень много. Работают службы. Горгаз, водоканал, электросеть, работает несколько супермаркетов, заправки тоже работают. Ну, предфронтовой город такой, постоянно слышны со стороны Белогоровки, со стороны Кременной залпы. Ну, местные говорят, что это отсюда стреляют в ту сторону. Местные вообще не обращают на это все дело внимания. Как бы живут своей жизнью, кто-то ходит на работу, кто-то, как наша знакомая, сидит дома, пенсионерка. Пенсии, кстати, выплачивают вовремя, без задержек. Ходили в магазин, смотрели на цены, примерно на процентов 15 дороже цены на продукты, нежели в России. Провоз алкоголя вообще запрещен сюда, поэтому вот въезжать очень, скажем так, въезжать можно сказать, что сложно сюда, то есть без прописки практически невозможно. Но у нас, слава богу, получилось, может так звезды сошлись. Мы в 5 утра выехали с Новочеркасска, были у моих родителей, приехали в деревню примерно в 8 утра. Вот так вот, в 8 утра. И сразу же немножко отдохнули и поехали в сторону Рубежного. Завтра еще пройдемся по городу, посмотрим более детально. Также заехали на то место, где был наш дом. Наверное, зря это сделали. Опять со слезами на глазах, скажем так, посмотрели на то место, где мы жили. Ну, в общем, все печально. Если сравнивать с Северодонецком, небо и земля. При въезде в Северодонецк мы сразу обратили внимание, что латаются дороги, что стоят краны, выполняются какие-то ремонтные работы.
Но в Рубежном такого, к сожалению, нет. Вот, прошли выборы, и в принципе ничего не поменялось, к сожалению. Поэтому сегодня будем уже ложиться спать, отдыхать. Ну так непривычно, и сразу вспоминаются те дни, когда мы были, проводили, скажем, можно сказать, так дни и ночи в подвалах. Сейчас мирная жизнь вроде налаживается, но какого-то восстановления и перспектив не видно. То есть люди тоже жалуются, что ничего практически не делается. Но работы, говорят, много, не высокооплачиваемой, но работу найти можно, те люди, которые хотят работать. В принципе, пока первые впечатления все, потом еще подведем итоги после поездки. В общем, сейчас мы ночуем у нашей знакомой, она нас пустила переночевать. Машину мы оставили в другом месте, боимся оставлять на улице, мало ли что. В общем, будем сейчас отдыхать, ложиться спать, и завтра будет уже следующий день. Мы планируем быстрее всего до обеда побыть еще в Рубежном, а потом уже поедем в Северодонецк. То есть в Северодонецке еще есть вопросы, нужно помочь одному человеку в получении документов. Поэтому завтра обязательно съездим. Может еще заедем на Южную, но Южная разбита очень сильно. То есть и предприятия, и дома, дороги вообще нет. Вообще дороги нет. То есть едешь просто в каком-то месиве. Голову вправо, влево поворачиваешь, все разбито, все уничтожено просто. В общем, все, ребята, всем спокойной ночи, кто смотрит меня вечером. До завтра. Завтра будет второе видео. Сегодня такое видео вступление, то есть переезд с деревни, с Новочеркасска. Пока добрались до Рубежного, тоже массу эмоций испытали. Но я думаю, потом выйду в прямой эфир и более подробно расскажу. В принципе, все, ребята. Давайте, я на связи. Будем ложиться отдыхать.